такой срез должен получиться. Срослось очень хорошо. Пустила большой прирост. Вот посмотрите на 26 июня. Итак, сегодня мы освоим такую прививку, как улучшенная капулировка. Первое, что нам поможет, это защитные перчатки от порезов. Их я обязательно рекомендую, настоятельно. Они действительно защитят вас. Что нам нужно? Острый прививочный нож, который я обрабатываю спиртом. Вот у нас протираем. Привой и подвой. Подвой, причем у нас замочен в воде был 1 сутки. Обрезаем корни. Соответственно, 20 сантиметров мы отступаем. Вот так вот. И делаем срез. Значит, что мы делаем? Смотрите, по-разному делают. Пытаются вот так как-то. Правильная технология. Мы берем вот так. Вот так. Класс показываем. Ножик прививочный. И палец вот этот никуда не двигаем. Мы лишь разводим локти. Вот таким движением. Вот так. Разводим локти. Вот такой срез должен получиться. Вот такой ровненький и чистый. И также мы делаем с привоем. Берем наш ножик и также разводим вот так локти. Раз. Чуть-чуть подровняем. Вот так. Вот такой черенок у нас должен получиться. Берем и аккуратненько покачиваниями, не спеша, делаем язычок. Также делаем это подвое. Слегка покачиваниями. Без того, чтобы давить. Покачиваниями оно очень хорошо получится. И совмещаем привой с подвоем. У нас должна получиться примерно вот такая конструкция. Вот так. Дальше. Лишнее отрезаем. У нас здесь всего лишь 1 почка остается. Это у нас Кику 8. Корешков не очень много. Так, и прививочной лентой заматываем. Вот у нас получился вот такой черенок. И здесь вот этот кончик, вот почечка наша, которая пойдет в рост. И вот здесь вот кончик обрабатываем садовым варом, чтобы не было испарения. И, конечно же, подписываем. Теперь этот черенок ставим во влажные опилки на 2 недели. После этого происходит срастание. Мы делаем ревизию результата. Если нужно, держим еще неделю и убираем в погреб. Температура 2 недели должна быть 25 градусов, а в погребе +1. Итак, у нас прошло 10 дней. Это Кику 8 и улучшенная капулировка. Вот такой небольшой у нас был подвой. Посмотрите, он еще за это время пустил корешки. И вот здесь вот как прошло срастание. Посмотрите, пожалуйста. Вот это светлое, это каллюс, который как раз соединяющий материал. Он потом становится корой. Вот посмотрите, срослось очень хорошо. Вот много-много каллюса.
Получилась одна из лучших прививок, потому что вот на всем протяжении виден каллюс очень хорошо. Вот посмотрите. Вот он. Так что получилось удачно. Немножко вот проросло, единственное, что уберу в погреб и буду хранить при температуре +1, +3 градуса. Давайте проверим, как все срослось. Для этого нам нужно сделать надрез. Улучшенная купировка срослась прекрасно и даже дала уже прирост довольно большой. Вот здесь вот срослось очень хорошо, ровненько, красиво, и пустила большой прирост. Вот посмотрите, на 26 июня в Ленобласти я высадил. Прирост хороший, крепкий, то есть срастание произошло отлично. Посмотрите, здесь у нас небольшой черенок был привит, совсем тоненький, с одной почкой. И вот так произошло срастание. Очень хорошо. Нигде утолщений нету, ничего такого. Вот здесь вот пошла почечка единственная и неповторимая. И вот посмотрите, вот такой вот прирост пошел. Это для Ленобласти неплохой прирост. То есть срастание произошло должным образом. Соответственно, вот этот способ считаю одним из лучших. Улучшенная купировка считается очень надежным вариантом, потому что в мае, например, эту прививку засыпало снегом и было неделю -7 градусов. И почки многих, вообще многие растения вымерзли, а привитые почки тоже вымерзли. А вот черенок, улучшенная купировка, именно выживает в таких суровых условиях. Так что очень советую именно этот способ.